Вам звонит полковник Следственного комитета. Иди нахуй отсюда. Аларм, 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 опасность. Это обман, вообще обман. Мир — это безбрежное море жуликов и ловушек. Скинуть 30 тысяч рублей в криптовалюте на какой-то хрен там криптокошелек. Вы что, дебилы, что ли? Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Игорь Владимирович, у нас участились случаи мошенничества, в том числе наших подписчиков люди обманывают, прикрываются вашим именем, поэтому, мне кажется, пришло время разъяснить и расставить точки над «и». Давайте начнем с основного. Какие виды мошенничества вообще существуют и на какие, на ваш взгляд, стоит обратить внимание? Я сейчас обо всем расскажу, но сперва хотел вот о чем сказать. Тот чувак, который пишет под моим выпуском постоянно, да, напишите и брокеру Игоря Рыбакова, вот он сейчас сидит и строчит эти сообщения под моим выпуском. Будьте внимательны, осторожны, досмотрите этот выпуск до конца, да, и отправьте его своим друзьям, знакомым, кому добра желаете, чтобы они тоже, как и вы, не попадали в эти ловушки. Итак, мошенничеств существует очень много. О многих формах вы знаете прекрасно, там фишинговые сайты и прочее, да все сталкивались, но сейчас особо остро стоят два самых распространенных современных способа мошенничества. Ну, первое — это Следственный комитет. Это вообще какая-то примета времени, да, такой вкрадчивый голос. Вам звонит полковник Следственного комитета. Глеб Иванович, так вас зовут. Вот. И Глеб Иванович, услышав слово вот это вот Следственный комитет, он приходит в какой-то ступор, парализация полная, все, он вообще думать не может, он думает, блин, быстрее бы это кончилось, да, и начинает слушать. Поэтому, если вы услышите сочетание слов Следственный комитет, прокуратура, пусть ваш сканер опасных мыслей тут же зафиксирует аларм, 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 опасность. Это первый способ мошенничества, да. Второе — прикинуться известными людьми или командой известного человека. Но это вообще просто аут какой-то. Я вам сейчас расскажу историю, как один чувак вот продавал рекламу Игоря Рыбакова, лично писал на почту, на директ, там везде людям, да, прикидывался моим агентом, да, и люди ему платили, но в оплату он принимал только криптовалюту. Но понимаете почему, да? Потому что концов-то нет. Поэтому в основном жертвами этого мошенника стали другие мошенники, ну я уже сказал, те, которые криптой занимаются, да, они платили ему деньги, ожидая рекламы от Игоря Рыбакова. Ребята, но если кто-то вам пишет в директ, там в канал, на почту, и там подпись, что Игорь Рыбаков пишет, вы серьезно думаете, что я вот пишу вам письма с просьбой скинуть 30 тысяч рублей в криптовалюте на какой-то хрен там криптокошелек? Вы что, дебилы, что ли? Ну, вы что, думаете, что ли, ребят? Поэтому очнитесь. Это усыпление бдительности, что вам звонит, я знаю, известный человек, или вот вам пишет известный человек, или команда известного человека. Это усыпление бдительности, ребят. В конце концов, есть звездочка в Инстаграме, верифицирующая мой аккаунт. Есть тысячи способов верифицировать. Ну, пожалуйста, не усыпляйте свою бдительность, не давайте другим вот этим вот мошенникам усыпить вашу бдительность и потом разводить на бабки. Давайте все-таки, может быть, по пунктам разберем, как распознать мошенника, потому что, ну, деньги могут и на благотворительность собирать, еще на что-то. Не всегда, где собирают деньги, это мошенничество. Как все-таки понять, что это мошенник? Есть абсолютно четкие способы, я сейчас перечислю. Берите ручку, бумагу или запоминайте, но лучше записывайте. Итак, первый способ. Вас просят перевести деньги туда, где отследить судьбу или там записи невозможно. Например, на какой-то криптокошелек или какой-то анонимный адрес, или туда, где вы не можете вот, ну, как бы знать, кому конкретно, персонажу, персону там вы переводите. И никто не может знать. Второе. Если вас торопят. Вот сейчас вот уже 1 минута осталась до конца акции, или вот час, вот этот час, все, а дальше вот, ну нет, все. Вас таким образом, ну как бы вводят в состояние вот этого вот мандража, когда вы теряете возможность отанализировать это все. Поэтому как только контрагент вас торопит, знаете, ваш сканер опасных мыслей тут же замаркировал какая-то опасность, какая-то опасность. Это 2. Третье. Вам начинают грубить, хамить на
попытку задать дополнительные уточняющие вопросы, вы получаете «не нравится, уходи», «не понимаешь, все». То есть вас начинает давить, придавливать, опять же, пытаясь парализовать вашу волю и возможность проанализировать, задать уточняющие вопросы. Запомните, команда Игоря Рыбакова и Игорь Рыбаков никогда никому не грубит, не давит и не посылает на 3 буквы. Поэтому если вы испытываете доминацию или давление, да, от текста или там от аудиосообщения там вашего контрагента, ребята, сканер опасных мыслей тут же включает вот этот вот звоночек, сигнал, аларм, внимание. Это 3. 4. Если вы в каком-то канале прочитали о каком-то сообщении и так далее, ну, ребята, есть официальный YouTube Игоря Рыбакова, Instagram со звездочкой. Если там нет упоминания об этом канале, что это вообще ресурс есть Игоря Рыбакова, понимаете, ваш сканер опасных мыслей тоже должен выдать вам сигнал. Ну, ребята, сейчас каждый может в ВК, в Фейсбуке, в Инстаграме там создать, в Телеграме какой-то там канал, да, и что-то там писать и так далее. Вы тоже можете это сделать. Если вам на улице подходит какой-то человек и говорит: «Я Игорь Рыбаков», и он даже загримирован, как я, как Игорь Рыбаков, вы ему дадите деньги? Вы будете переводить ему деньги? Вы будете вообще его слушать? Ну, это же очевидно, что не будете. Почему вы делаете это в интернете, ребята? Обязательно, когда вы где-то получили информацию, ваш мозг дает вам сигнал. Deepfake, это, возможно, deepfake. Обязательно убедитесь, что на официальном, верифицированном Инстаграме Игоря Рыбакова или на Ютубе есть дубляж этой информации или указание, что у Игоря Рыбакова есть дополнительный нишевой канал там про инвестиции. Если нету этого на официальном канале, ребята, ну, ваш сканер опасных мыслей тут же говорит: так, аларм, стоп, я ничего не делаю с этим. Понятно? 5. Чудеса только на поле чудес случаются, там, где этот барабан крутится. Вообще чудес нет. Бесплатный сыр, мышеловки. Поэтому если у вас какие-то обещания на дикие проценты или обещание выслать вам деньги, если вы вышлете заявку и приложите какой-то платеж туда и так далее, ну, это все мышеловка. Мир — это безбрежное море жуликов и ловушек, да, и очень много ловцов удачи, которые хотят развести людей на бабки вот так вот просто. Пожалуйста. 5 пункт, помните, чудес нет. Вот 5 пунктов, которых достаточно, чтобы ваш мозг распознал потенциальные ловушки. Будьте внимательны, сделайте задержку перед тем, как отправиться вот этот вот цейтнот, когда говорят: все, надо, от грубости или от чего. Побудьте. Ваше внутреннее самочувствие, ваша интуиция всегда воспользуется этими слабыми сигналами, вот этими 5 сигналами, да, и не даст проходки дальше. Но только задержите. Дайте себе время подумать. Я просто вам хочу донести это в вашу голову, которая теперь не забудет этот накал выпуска этого, да, никогда. И теперь, когда в следующий раз Следственный комитет вам позвонит, или служба безопасности, или давай быстрее, вы вспомните этот выпуск. Все! И скажете: да, Следственный комитет, тебе отвечают из администрации президента. Вот именно так вы и скажете. И пошлете его на 3 буквы, скажете: иди нахуй отсюда. Главное, если вам настоящий следователь позвонит, не пошлите его. Это может быть недобро кончится, короче. Будьте внимательны. Вы как-то боретесь с мошенниками, которые действуют от вашего имени и собирают с людей деньги, и немалые? Дело в том, что основные мошенники, криптомошенники и все вот эти вот цыгане, да, они сейчас в Телеграме. С Телеграмом, ну, он анонимно там многие вещи делает, сложно дозвониться до поддержки и так далее. Игорь Рыбаков находится на номер 2 месте по созданию фейковых аккаунтов. Это правда. Но на номер 1 находится Дуров. Что только стоят мошенники, которые взяли, заимствовали вот это название ТОН. Дурову не дали американский регулятор запустить криптовалюту ТОН, он не стал это делать. В результате сеть мошенников взяли это имя ТОН и запустили, смотрите, фейковые аккаунты, что есть якобы криптовалюта, ТОН, там тролливали. Да? Вы знаете, сколько денег уже собрали на нее? Это просто охренеть! Миллиарды рублей, уже скоро миллиард долларов со всего мира соберут. Ребята, это обман, вообще обман. А ведь те, кто скидывают туда бабки, они вот слышат имя Дуров. Они знают, основатель Дуров, он везде это, все. Номер 1 по копированию и созданию фейковых аккаунтов Дуров. Номер 2 Игорь Рыбаков. Я постоянно блокирую фейковые аккаунты. Постоянно.
Но сколько их не блокирую, появляется следующий канал, где в шапке написано, что это тот самый официальный аккаунт, и бойтесь мошенников. И этого, оказывается, достаточно, чтобы усыпить бдительность. Поэтому еще раз повторяю, прямо под этим выпуском будет ссылка на мой единственный аккаунт в Телеграме. Нет у меня больше аккаунтов в Телеграме. Точка. Все-таки почему так много людей ведутся на этих мошенников? Иногда талантливые они, их сложно распознать, иногда очевидные вещи, но все равно огромное количество россиян ведутся. Парадоксально, но ведутся прям вот все люди, прям, и очень много, это действительно. Есть три причины. Первая причина, но мы не очень хорошо живем, бедно живет страна, поэтому людям реально хочется выпрыгнуть из этой бедности, ну, каким-то вот прыжком, скачком, ну, как бы людям хочется, чтобы чудо какое-то произошло. Ну, вот как будто бы они ждут что-то, вот какое-то же чудо может произойти. Вот, это раз. Второе. Люди живут в страхе. Мы живем в подсознательном страхе за все. За страну, за судьбу, за нашего ребенка, за себя, за болезнь. Мы в очень сильном страхе, стрессе живем, мы очень подавлены, да, и поэтому, когда звонит Следственный комитет, да, то этот страх, он начинает генерить какие-то домыслы, какие-то вот интерпретации и так далее. Эти страхи дают вот этот вот виральный сетевой эффект. Это два. Ну и третье. Люди, мы все любим халяву. Ну, чтобы ничего не делать, а все получать, чтобы не прилагать ни малейших усилий и даже вот, ну, не вставать со стула, ну, чтобы все было. Мы хотим так: нажал на кнопку, получил результат. Иногда мы хотим так: даже на кнопку не нажимать, пусть результат будет, да. Халявщик всегда найдет своего мошенника, ну, который ему просто что-то пообещает, а халявщик такой на это поведется. Вот три причины: халява, бедно живем и страх. Пока мы не будем жить богато, да, пока мы не будем жить не в страхе, да, и пока мы, ну, перестанем мечтать о халяве или думать о халяве, вот нам очень нужен сканер опасных мыслей. Поэтому еще раз, если ты сейчас на этом пункте видео, пересмотри 5 элементов сканера опасных мыслей, чтобы уметь различать и использовать свой сканер опасных мыслей, который у тебя врожден. Тебе нужно просто его активировать. Статистика показывает, что число мошенников вот именно сетевых, оно постоянно растет, соответственно, число жертв их тоже растет, и уже там рынок такой, там миллиарды уже, собственно, вы об этом говорили. Почему так? Вроде как должны кто-то регулировать, как-то бороться с этим. Да, регуляторы, там, законы, милиция, полиция и все вот эти вот штуки никогда не успевают за этим. Мошенники всегда быстрее. Собственно, мошенничество — это суть более быстрое использование, ну, того, что есть в мире, да, и регуляторы или полиция обычно постфактум там закрывают что-то и так далее, а мошенники находят все новые и новые лазейки. Ну, так мир устроен. Поэтому чем большее количество людей в интернете, в сети, тем больше мяса у мошенников. Вот и все. Расцвет крипторынка, в общем-то, пришелся именно на тот период, когда в интернете стали появляться очень много людей, а 3 миллиарда еще все еще не в интернете. Когда они придут, крипторынок и вот эти криптомошенничества все и разные виды других мошенничеств, они просто увеличатся в x10. И я, чтобы помочь вам быть более защищенными, да, и улучшить ваше качество жизни, сделаю следующим образом. Я сделаю Google Doc, и буду постоянно обновлять список мошеннических сайтов, ну, компрометированных сайтов и так далее, и буду его этачить, ну, привязывать к каждому своему выпуску на YouTube. Если вам что-то вот показалось, вы даже на секундочку засомневались, а даже если не засомневались, просто возьмите и проверьте, вы можете по этой ссылке посмотреть компрометирующий себя сайт. Но это единственный способ в современном мире хоть как-то помочь вам не попасться в лапы этих мошенников. Да. Все. Я желаю вам добра, удачи. Я хочу, чтобы в вашем кошельке только прибывали деньги. Я очень хочу, чтобы вы чувствовали себя устойчиво, уверенно и безопасности. Да, я все сделаю для этого. И у меня миссия личная такая, чтобы ты стал богаче, чтобы качество твоей жизни росло, и чтобы ты ощущал себя, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит. Пишите мне комментарии, если вам этот выпуск понравился, разошлите его другим людям
Я все сделаю для того, чтобы ваша жизнь пошла на лад. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.